Сегодня я покажу вам, как я вязала вот такие классные слитки. Нить для работы беру метражом в 100 граммах 180 метров. Крючок тройка. Для начала необходимо связать 6 квадратных мотивов. Такое количество мотивов надо на один следок. Начинаю вязание желтой нитью. Кольцо амигуруми вяжу 8 столбиков без накида. Первую воздушку не считаю. Крючком поменьше делаю соединительную петлю первый из 8 столбиков без накида. Первый ряд 2 воздушные петли, которые соответствуют одному столбику без накида. Дальше 2 воздушные петли, которые будут для арки. Потом столбик без накида, следующий столбик без накида нижнего ряда. Опять 2 воздушные петли. Столбик без накида. Таким образом, вяжу до конца ряда. Всего должно быть 8 арочек из 2 воздушных петель. В конце ряда соединительная петля в первую воздушную петлю кругового ряда. Вторая соединительная петля под арку из 2 воздушных петель. Второй ряд. Также его буду вязать желтой нитью. 2 воздушные петли. В эту же первую арочку из 2 воздушных петель вяжу пышный столбик, или его еще называют буф. Вяжу его так. Делаю накид. С подарки вытягиваю петлю. Опять накид. Опять вытягиваю петлю. Повторяю это до тех пор, пока на крючке не будет у меня 10 петель. Сделала я 5 накидов и 5 раз вытягивала петли. Провязываю все петли вместе. Та петля, которая была на крючке, не провязываю. Потом вяжу вместе 2 петли. 5 воздушных петель. И так до конца ряда. В конце ряда крючком потоньше делаю соединительную петлю верхушку первого буфа. Всего в этом ряду должно быть 8 буфов. Желтую нить отрезаю, поворачиваю на изнаночную сторону. Изнаночная сторона теперь будет лицевой стороной. Прикрепляю теперь красную нить. В арочку из 5 воздушных петель вяжу 2 воздушные петли.
Потом буф из 5 накидов. Шесть воздушных петель. Опять в эту же арочку буф из 5 накидов. Три воздушные петли. В следующую арку 3 столбика с накидом. Опять 3 воздушные петли. Буф в следующую арку. Шесть воздушных петель. Буф. Три воздушные петли и повторяю. В конце ряда после 3 воздушных петель беру крючок потоньше и делаю соединительную петлю верхушку первого буфа. Красную нить также отрезаю. В четвертом ряду буду делать обвязку квадрата. Прикрепляю черную нить. Обвязку делаю 2 ряда. 2 воздушные петли. Дальше под эту арочку 6 столбиков с накидом. Над буфом вяжу выпуклый рельефный столбик с накидом. В следующую арочку 1 столбик с накидом. Потом 3 столбика с накидом над столбиками с накидом нижнего ряда. Под арку 1 столбик с накидом. Над буфом рельефный выпуклый столбик с накидом. В следующую арку 7 столбиков с накидом. Опять над буфом рельефный столбик. Таким образом вяжу весь четвертый ряд. Довязала до конца ряда. Вяжу столбик с накидом под арку, куда провязано в начале 2 воздушные петли. Соединительная петля
верхушку первого столбика с накидом. Пятый ряд. 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом. Третий столбик — это центральный столбик в этой арке. Вяжу 3 столбика с накидом. Далее до следующего углового центрального столбика вяжу 13 столбиков с накидом. Центральный столбик с накидом опять вяжу 3 столбика с накидом. И так повторяю весь ряд. Заканчиваю ряд соединительной петлей с первым столбиком с накидом, который вязала в этом ряду. После этого ряда между угловыми центральными петлями должно быть 15 столбиков с накидом. Мотив я связала. Размер мотива 9,5 сантиметра на 9,5 сантиметра. Связала 6 мотивов для одного следка. Приступаю к соединению мотивов. Соединять их буду красной нитью, крючок тройкой, которым вязала мотивы. Вначале мне надо соединить по 2 мотива 2 раза. Беру 2 мотива, скрепляю их маркерами по центральным петлям в уголке, вкалываю крючок с правой стороны, петлю за обе стенки и вяжу соединительный столбик. Вкалываю крючок с левой стороны, которая находится напротив той петли, где уже провязала соединительный столбик. Вытягиваю петлю. На крючке 2 петли. Протягиваю вытянутую петлю, ту петлю, которая была на крючке. Повторяю. Опять соединительный столбик. Опять вытягиваю петлю и протягиваю одну петлю через другую. Получается у меня вот так. Теперь мне необходимо соединить 4 мотива. 2 фрагмента по 2 мотива. Соединяю по такому же принципу, как соединяла по 2 мотива. Особенно внимательно надо быть в том месте, где соединяются 4 мотива. Там надо следить, чтобы линия не испортилась и все было четко. Соединила я 4 мотива. Теперь буду присоединять мотив для мыска. Смотрите схему соединения в следующем кадре. Ориентироваться надо по центральным угловым петлям.
правой стороны слитка начинаю соединять таким способом, которым соединяла раньше. Соединять буду также красной нитью. Мысок я закончила. Буду приступать к пятке. Присоединяю пятку по схеме. Следок почти готов. Осталось сделать обвязку. Приступаю к обвязке. Обвязку буду делать 2 ряда. Первый ряд. Всю верхнюю часть слитка обвязываю красной нитью столбиками без накида. Крючок беру 3. Центральную петлю на стенке пятки провязываю 3 столбика без накида. В конце ряда беру крючок поменьше и делаю соединительную петлю. Две воздушные петли для перехода на следующий ряд. Второй ряд обвязки. Обвязывать буду рачьим шагом. Это те же столбики без накида, только в обратном направлении. В конце ряда также соединительная петля. Нить обрезаю. Обвязывать я закончила. Крючок 1,75. Теперь буду вязать маленький цветок для украшения слитков. Цветок вяжу желтым цветом. Кольцо амигуруми вяжу 8 столбиков без накида. Первую воздушку в кольце не считаю. Соединительная петля в конце ряда. Первый ряд цветка. Вяжу так, как вязала в мотиве. 2 воздушные петли. Дальше 2 воздушные петли для арки. Потом столбик без накида, столбик без накида нижнего ряда. Опять 2 воздушные петли. Следующий столбик нижнего ряда, столбик без накида. Таким образом вяжу до конца ряда. Всего должно быть 8 арочек из 2 воздушных петель.
конце ряда соединительная петля во вторую воздушную петлю кругового ряда. Вторая соединительная петля под арку. 3 воздушные петли для перехода на следующий ряд. Второй ряд. 3 воздушные петли. Буф из 5 накидов. Три воздушные петли. Глухая петля в следующую арку. 3 воздушные петли. Буф из 5 накидов. Опять 3 воздушные петли. И опять соединительная петля в свободную арку. 3 воздушные петли. Так вяжу весь ряд. Надо связать 8 пышных лепестков. В конце ряда 3 воздушные петли и соединительная петля. Повернула цветок наизнанку. Это будет лицевая сторона. Прикрепляю цветок к слитку. Вначале клеевым пистолетом приклеиваю, а потом пришиваю. На пятке уголок заворачиваю. Пришиваю пуговичку, чтобы он так держался завернутым. Слитки вязать я закончила. Спасибо за внимание и просмотр. Жду вас в следующих видео.